Всем добрый день. Приветствуем вас сегодня на нашем очередном вебинаре. Вебинар сегодня посвящен компании Way. Меня зовут Владимир Коломенский, я директор компании Брюлов Консалтинг. И сейчас, прежде чем я передам слово моим уважаемым партнерам из Way, буквально в двух словах хочу рассказать о нашей истории сотрудничества с этой компанией. И почему, собственно, сегодня мы решили провести вебинар, именно посвященный вот этой вот одной только линейке Midra 4К. С Way мы сотрудничаем, наверное, года с 2011 и с самого начала вот эта компания, она была достаточно специфичной. Они, с одной стороны, производили очень крутые железки, многооконные процессоры, все что угодно они могли с видео делать, но всегда они были заметно выше рынка по цене. То есть все-таки мы их ставили в такие инсталляции, где либо была прям вот совсем необходимость какой-то там многооконности, либо где был бюджет, который позволял делать, не оглядываясь на деньги. И вот все эти годы они очень интересно развиваются, и за последнее время они выпустили очень интересные видеопроцессоры. Но вот Midra 4К именно – это линейка, которая не только находится вот в топе по своим техническим возможностям, но также и абсолютно в рынке, а по нашей оценке даже во многом и лучше, чем большинство конкурентов, кого, по крайней мере, вот мы, с кем мы сравнивали эти системы. Это прямо вот такое решение практически на каждый день, там, где необходимо решать задачи, именно связанные с многооконниками 4К, причем недорогими. И сегодня, собственно, вот мы об этом поговорим. Сегодня с нами Петри Партинен, это менеджер по странам Восточной Европы, и Ксавьер, который находится в студии во Франции, который, собственно, будет нам демонстрировать непосредственно работу оборудования. Поэтому у нас будет сегодня как бы две части. Часть презентационная, часть демонстрационная, и потом, соответственно, часть ответов на вопросы. Те вопросы, которые вы задаете в прямом эфире, мы, соответственно, видим на экране, и по возможности я буду отвечать на них прямо сразу. Но если на что-то не удастся или они будут касаться каких-то других частей этой презентации, мы обязательно на них ответим в самом конце. Вот, собственно, такое краткое вступление. И сейчас я передаю слово Петри. Петри, please, you can start the presentation. Okei. Alright. Добрый день. Меня зовут Petteri Partinen ja менеджер по продажам в Way. Петри делает большие успехи в русском языке. Спасибо, Петри. Yep. Alright. Okay, so thank you, Vladimir, for making this presentation possible. Да, благодарю. Я, соответственно, буду переводить Петри сегодня. Петри благодарит, что мы, собственно, смогли организовать сегодня эту презентацию. So today I want to show you the Midra 4K, which is our latest processor range for 4K processing. Сегодня я представляю вам линейку Midra 4K. Это наша самая последняя разработка в видеопроцессинге. So when it comes for the processing, then the natural question would be that, okay, so why Midra 4K? What we have done differently? И когда мы говорим об обработке 4К, встает первый вопрос, а почему, собственно, Midra 4К? Что мы делаем по-другому? So first of all, we wanted to make it so that for everybody it would be extremely easy to use. Первое, мы сразу, создавая эту систему, исходили из того, что она должна быть очень проста в управлении. And when we did a bit of an investigation, we realized that most of the 4K processor, they don't have enough inputs. So we added some. So right now we have most inputs on this class. И далее, когда мы также разрабатывали эту систему, мы провели анализ относительно необходимого количества видеовходов и пришли к выводу, что у большинства видеопроцессоров вот такого типа, у них не хватает видеовходов, поэтому здесь мы сделали максимально возможное количество входов, и у нас их больше, чем у любого другого конкурента. And same thing, it always goes down to the price.
/performance. So we wanted to optimize this ratio. И мы также старались максимально оптимизировать соотношение цена и качество для того, чтобы сделать наш продукт максимально конкурентоспособным. And it's also that we wanted to give for the users the optimal operating possibilities. So we added several different operational modes. И также мы хотели дать пользователям возможность достаточно гибкого использования наших систем, поэтому мы сделали несколько режимов работы, о которых мы сегодня более подробно поговорим. The HDR and the custom formats is these days it's coming crucial thing when you're doing, especially when you're doing LED installations. So we also wanted to add support for that one. И HDR и возможность использования нестандартных форматов вывода, по нашему мнению, является одной из ключевых задач для такого рода видеопроцессоров. И поэтому здесь, понимая, что они будут также использоваться и со светодиодными видеостенами, мы также очень серьезно подошли к этому вопросу. And then for the last, it's the audio routing is also coming crucial. Right now, it's not anymore okay that you only have 2 audio channels, so we also added support for Dante audio. И также мы понимаем, что в наше время уже недостаточно просто коммутировать одну стереопару, поэтому мы сделали такую возможность установить карту Dante в наши видеопроцессоры и, соответственно, получить многоканальную аудио-видеообработку и коммутацию. So, first of all, like I said, it's easy to use. So the user interface is created so that it's based on drag and drop usage. Как я уже сказал в начале, мы очень внимательно продумывали наш пользовательский интерфейс, чтобы он был максимально простым и понятным. По сути, он представляет из себя интерфейс в стиле drag and drop. So this is exactly the same user interface what we are using on our bigger Aculon processors. And it also gives a possibility for the wireless control. So if you want to use iPad or iPhones or Android phone to trigger preset, then you can do that. Этот интерфейс, он ровно такой же, как мы используем в более старших моделях серии Aquilon. И кроме того, если есть необходимость управлять пресетами беспроводным образом, пожалуйста, у нас есть возможность установить приложение на iPhone или Android телефоны, планшеты и включать предустановки, соответственно, без проводов. And like I said, we wanted to leave optimal controls for the user. So you have several options to choose from, all the way from creating your own control protocols to our biggest controller RC400T, which is our biggest event controller. С точки зрения управления вы видите, что у нас тоже очень большой спектр возможностей, начиная с управления через внешние системы управления, через API и заканчивая нашим самым большим ивент-контроллером RC400T. Вот вы видите его фотографию внизу картинки. And like I said, Midra 4K on this size class, what it's made for, we do have most inputs on this class. И, как я уже сказал в начале, для вот этого класса устройств у нас здесь наибольшее количество видеовходов. But we didn't want to leave it like that. So we also added a couple of other features like input loop outs, which are extremely useful if you want to share the same content to stream. И мы не хотели на этом останавливаться, поэтому мы также добавили возможность делать зеркалирование видеовхода, то есть как бы получать на одном из выходов, соответственно, сразу и то, что приходит, то и выходит. And what we also having for the audio inputs, we have the line inputs and Dante audio. С точки зрения аудио у нас есть линейные входы, вот они здесь показаны, а также плата Dante. And one which is pretty unique function in this
size class is that we are also offering genlock and genlock loop out. И то, что также является одной из уникальных возможностей для этого класса устройств, это синхронизация genlock и также возможность получения genlock проходного сигнала. And for the Midra 4K range, it's consisting of 4 different models to choose from. Линейка состоит из 4 моделей. And here you can basically compare the models, because as you can see, the inputs and outputs are all the same on every single unit. И вот в этой таблице вы можете, собственно, сравнить их возможности с точки зрения входов и выходов, они абсолютно идентичны. So you can choose that if you want to have an edge blending feature, then you have a unit for that one. But if you are not doing any edge blending, but instead just want to have 2 separate 4K outputs, then you have a particular unit for that as well. И, например, если у вас есть необходимость сделать сшивку экранов либо проекторов, либо для видеостен, то у нас есть для этого одно устройство. Если же сшивка не предполагается, то в таком случае, а нужно, например, просто получить 2 независимых картинки, то, пожалуйста, для этого есть тоже соответствующее устройство. So it's kind of nice to know that you don't need to pay for the additional features what you are not going to use. Иными словами, вам не придется оплачивать тот функционал, который вы не будете использовать. Okay, so when we're talking the price/performance, Когда мы говорим о соотношении цена и функционирование, функционал, we can say that by going for the Midra 4K, it actually saves you money. мы говорим также о том, что Midra 4K, по сути дела, позволяет вам сэкономить. Because if you want to do a system similar to Midra 4K, you would need Dante converters, you would need SDR, HDR converters, audio embedders, and presentation timers. Например, если вы хотите сделать систему, похожую на Midra 4K, то может потребоваться Dante-конвертеры, преобразователи SDR в HDR, аудиоэмбеддеры и деэмбеддеры. Например, когда мы отдаем HDMI вход с эмбеддированным звуком, а получаем его здесь через Dante на выходе. Нам, соответственно, не нужны никакие преобразователи деэмбеддирования звука. И то же самое касается презентационных таймеров. В Midra вот все это уже встроено. These are all the features what we have built in. Да, это весь функционал уже есть. And then when I was talking about the different operating modes, и когда я говорил про различные режимы функционирования системы, here's actually, like I said, this is the biggest, the edge blending operating mode, what we can do only on ACOS 4K model. И вот здесь на этой картинке представлен максимальный функционал, который мы можем реализовать только на модели, которая называется ACOS 4K. And the one thing what is truly unique on ACOS 4K is that when you start to do LED walls, which are bigger than 4K resolution. И вот тот функционал, который достаточно уникален для линейки Midra, в частности для ACOS, если вы делаете, например, видеостену, у которой разрешение больше, чем 4К, then with ACOS 4K you can actually do a LED wall, which is more than 8,000 pixels wide and over 2,000 pixels high. То вот с одним только видеопроцессором ACOS вы можете сделать видеостену с более чем 8000 пикселей по горизонтали и более чем 2000 пикселей по вертикали. Or if you have let's say 2 projectors and you would need to do edge blending, that is also possible over here. Либо если вы используете 2 видеопроектора и тогда используете это в режиме мягкой сшивки, edge blending, то, соответственно, тоже это возможно сделать на ACOS. And here when we see the amount of layers, it's also rather unique that we offer the most amount of 4K layers.
in this И class. также вы видите, что у нас мы можем использовать достаточно большое количество видеослоев. И с точки зрения, вот опять же говоря о аналогичных приборах в этом классе, у Эйкоса и, в принципе, у линейки Midra достаточно большое преимущество. Because in this image you see that we can have two mixing layers, but if you want to have more layers, you can use a functionality called split layer, and that can double the amount of 4K layers. Да, вот здесь мы видим, по сути дела, вот то, что называется смешанный слой номер 1 и смешанный слой номер 2. Это, по сути, две независимых картинки, которые мы можем двигать по экрану. И в случае, если мы переключаемся с одного видео на другое, то это происходит бесподрывно и то есть как бы одна картинка уже находится сразу позади другой. Если же нам необходимо увеличить количество слоев, то мы можем их удвоить, то есть получить 4 слоя, но тогда они будут переключаться через, ну, условно говоря, через один черный кадр, либо через какую-то обработку. Но мы чуть попозже об этом расскажем подробнее. Okay. And then these are the other two operating modes what you can have. So you can have a matrix mode, which is on left, and then the mixer mode, what you can have on right. И, соответственно, два других режима, которые обеспечивает Эйкос, это матричный режим и режим микшера. Соответственно, вот на левой и правой картинке они представлены. So on the matrix mode, you can have two independent 4K 60 outputs with layers. В матричном режиме мы можем иметь две независимых картинки с разрешением 4К. And because we have also duplicated the outputs, then you can have two separated recording outputs as well. И поскольку у нас дублируются выходы, то вы также можете получить две независимых линии, два независимых выхода для записи. And on the right, you see the mixer mode, which would offer you one 4K 60 program screen and then one auxiliary screen where you can see program or any input you want. В режиме микшера мы можем использовать один основной выход, также в формате 4К 60, и, соответственно, на него вывести большее количество живых слоев. А на втором выходе мы можем получить либо тот же самый программный выход, либо картинку с любого из входов. And now when we see that there's a three different operating mode, for example, with the Acos 4K, you can choose any of these three modes, what you want to use. И вот мы, соответственно, сейчас посмотрели три режима функционирования, то есть Edge Blending, матричный и режим микшера, и на Acos можно выбрать любой из этих трех. And then the other version would be the Pulse 4K, and there you can choose if you want to use the matrix mode or the mixer mode. So it's flexible according to your needs. Соответственно, если мы возьмем другое устройство, которое называется Pulse 4K, в нем доступны два из этих режимов, вот, которые мы видим сейчас на экране, режим микшера и матричный. Okay, then going for the HDR and the custom formats. Несколько слов про HDR и нестандартное разрешение. So, why the HDR is so important? Почему вообще HDR настолько важно? Почему мы об этом говорим? I think this image basically shows it that the HDR offers so much better colors. Вот, в принципе, картинка, которую вы видите, она говорит сама за себя. В HDR намного более насыщенная картинка. And what has been unique for the Aquilon, and now it's coming for the Midra as well, that we can also do the conversions here, not just play back the HDR content. И вот то, что было еще до недавнего времени уникально только для более дорогой линейки Aquilon, а теперь доступно и в серии Midra, мы не только можем показывать HDR-сигнал, но мы также можем использовать встроенный конвертер SDR в HDR. And the important thing here is that we don't add any latency to the image while we are doing this.
И вот эта конверсия, она не добавляет абсолютно никакой задержки. And I have a short video clip on my next slide, what I will show you. У меня на следующем слайде небольшой видеоклип. So unfortunately, the audio there is pretty bad. I will show you about 30 seconds. There you can see how the conversion works and what is the difference when we are using the conversion and when we are not using conversion. К сожалению, на этом видео не очень хорошее качество звука. Мы покажем буквально 30 секунд, но по картинке вы сможете увидеть отличие между тем, как выглядит картинка в режиме SDR без конверсии и как она выглядит в режиме HDR, когда используется конверсия. Switch the screen to SDR mode, and now I can show you I have an HDR10 source, an SDR source, and an HLG source. The HDR10 source looks washed out, so does the HLG source. The SDR source looks okay because I'm showing them currently on an SDR screen. But when I apply the conversion to Aqualog, I can see that my HDR10 source and my HLG source are properly converted to the right color. The SDR source also displayed correctly. Now I can switch the source screen to an HLG mode. Okay, so as you could see there, the idea was that we can do actually, we can improve the quality even of the SDR image. То есть, наверное, вы увидели вот на изображении, которое показывалось, что мы можем заметно улучшить качество картинки, которая приходит от SDR источников. And until now, it's been a big problem because people cannot play back SDR and HDR content simultaneously unless the whole signal chain is HDR quality. Now it's possible. До недавнего времени, в принципе, была проблема, что не было возможности воспроизводить через одно устройство одновременно контент и SDR, и HDR. И вот сейчас, соответственно, этот вопрос решен, в частности, в Midra встроенным конвертером. Okay, then for the custom formats, which is one of the pretty unique functionalities for Midra 4K as well. И несколько слов о нестандартных разрешениях, которые также являются уникальными такими возможностями в линейке 4К, Midra 4K. Because as you have seen on many mixers, you have plenty of different resolutions to choose from. Как вы видели, на многих микшерах есть большое количество разрешений, из которых можно выбрать. But when you are working with the LED walls, in many cases you have a situation like this that you might have a horizontal resolution, let's say 3648. Но, например, на видеостенах светодиодных мы очень часто сталкиваемся с тем, что разрешение может быть совершенно нестандартным. Например, вот по горизонтали 3646 пикселей. And then if the height would only be, let's say, 578, this is unusual format, what you usually don't find. И, например, вертикальное разрешение 578 пикселей – это некое разрешение, которое вы не найдете в стандартах, то есть нужно что-то с этим делать. And with the Midra K, you can create these kind of formats, and you can automatically see if the format is correct and if it's supported by Midra 4K. И вы можете, на Midra 4K мы можем создавать такие вот нестандартные разрешения, и сразу же нам система показывает, поддерживает она это разрешение или нет. Okay, then, where to use Midra 4K, where it's most suitable? И где же использовать эти устройства, где они подойдут наилучшим образом? So the most obvious place would, of course, be larger and higher-end meeting rooms, auditoriums.
Ну, очевидный ответ, понятно, это большие какие-то аудитории или конференц-залы. And like you can see on this lower image where you have a background and 4 pips, this is usually the kind of a screen which starts to require a bigger processor already. Вот если взять для примера нижнюю картинку, на которой вы видите подложку и 4 видео картинки, обычно такое решение требует уже достаточно дорогих видеопроцессоров. And this kind of a installation we can do all on 4K 60 image quality level. Мы же можем такую инсталляцию сделать полностью, сохранив все картинки в разрешении 4К 60. Okay, and if we consider the the traditional meeting room setup, how it would look like. Как, например, будет выглядеть традиционное решение для конференц-зала? So usually you would get your inputs, you would get your single screen, you maybe have a stereo audio out and single image. This is pretty much the traditional setup. Ну, будем говорить, что минимальный какой-то традиционный вариант установки – это входы, это одна картинка на экране и аудио. So what we are bringing more with the Midra 4K is that, first of all, we are bringing you more 4K windows. С Midra 4K для начала мы добавляем большее количество окон, пипов, будем говорить, на первом экране. And okay, you can double that amount, so you can get 2 4K layers with 2 4K pips and a background each. И, соответственно, вот мы можем удвоить это за счет того, что у нас будет 2 экрана, на каждом из которых будет 2 живых слоя 4К. And then you can, like you saw earlier, you can choose whichever control you want, or use several controllers simultaneously. К этому мы добавляем систему управления или несколько независимых систем управления, которыми мы можем, с помощью которых мы можем управлять нашим устройством. Then the Dante audio is a big thing because we can support 32 by 32 channels of Dante, so you can have a lot of audio channels in and out. К этому добавьте 32 на 32 аудио канала по Dante. And this is especially a good thing because nowadays you start to have speakers which are directly supporting audio, so you can have a signal directly from Midra 4K directly to speakers. И более того, поскольку сейчас и громкоговорители зачастую поддерживают передачу, получение сигналов Dante, то, соответственно, с помощью вот этого устройства мы можем полностью сохранить весь тракт в цифровом виде и передавать аудиосигнал непосредственно на колонке с видеопроцессора. And then the last feature what we offer, of course, is the multi-viewer, which is fully customizable. So you can have up to 16 windows. And on top of that, you can have the presentation timers and countdown clocks as well. И, наконец, мультивьюер, о котором мы еще не успели поговорить, он полностью настраиваемый. В нем может быть до 16 окон живых. И плюс к этому может быть 2 окна с таймером и обратным отсчетом. Okay, like I said, when you're doing big LED walls, it's pretty common these days that the screen starts to become more wider than higher. И если говорить о видеостенах светодиодных, то все чаще мы сейчас наблюдаем, что экраны становятся все более и более широкими. То есть они по высоте остаются плюс-минус идентичными, но становятся очень длинными. Like in these two pictures, the screens are 5760 pixels wide. So you could not do this kind of installation on any standard 4K processor. В частности, вот как на вот этих двух картинках, здесь экран показан, у него разрешение в ширину 5760 пикселей, и на обычном
видеопроцессоре этого уже не сделаешь, потому что у него не хватит разрешения выходного. But because we have that kind of a blending and screen combining option in ACOS 4K, we can use that with a single unit. Но поскольку у нас есть функция объединения двух экранов в один на ACOS 4K, мы можем вот такую инсталляцию реализовать всего лишь с одним прибором. And if we are doing the setup like this, one very important thing is that we can also have inputs with HDCP content. И делая такую инсталляцию, мы также можем не беспокоиться про HDCP, потому что входы поддерживают HDCP-контент. And why this is significant is that most media servers, if you want to have a capture the input, they don't support the HDCP. Потому что на самом деле большинство видеопроцессоров, с которыми вы, возможно, сталкивались или столкнетесь, они, если необходимо захватить какой-то видеоконтент, они HDCP не поддерживают. Okay, so then the other usage option would be like the normal hotel meeting spaces or gala rooms. Следующий вариант использования – это, например, гостиничная инсталляция. Here I have an example of using Quick Matrix 4K. Здесь у меня пример использования устройства, которое называется у нас Quick Matrix. And with one Quick Matrix, you can actually create two independent meeting rooms because you can have two 4K screens per room, independent audio, you can have independent backgrounds and also independent controls. И вот как идея, то есть с помощью всего лишь одного этого Quick Matrix можно обеспечить управление и работу сразу в двух конференц-залах, поскольку каждый из выходов позволяет выдавать свою независимую 4К картинку, свой независимый бэкграунд, фон, аудиосигнал независимо коммутируется через Dante, и управление мы также можем каждым из выходов и каждым входом делать независимо, и таким образом один прибор может закрыть задачу сразу для двух залов с разрешением 4К. And for hotel personnel, it's also good because they don't need to go into the room to see if there's an image on the screen, because they can look that remotely over our WebRTC GUI. И для персонала, для тех, кто управляет этим оборудованием, это и для них очень удобно, поскольку они могут видеть, идет картинка или не идет картинка в зал, используя наше программное обеспечение с мультивьюером. So then another option where to use would be having multi-halls or even sport arenas. Еще вариант – это многофункциональные залы или спортивные какие-то арены. And for the sport arenas, I'm emphasizing the HDR because most of the LED screens these days are supporting that functionality. И если мы говорим про спортивные арены, хочу еще раз обратить внимание на функционал HDR, поскольку большинство светодиодных экранов, которые сейчас устанавливаются, они этот функционал уже поддерживают. And the same thing goes for the Genlock function, because if it's sports arena, there's most likely will be production cameras, and they would want to have a Genlock possibility. И также для спортивных арен очень важно, что, скорее всего, профессиональные видеокамеры будут иметь функцию синхронизации Genlock, и, соответственно, мы сможем их все синхронизировать, используя Genlock, встроенный в наш видеопроцессор. And one more chance to use would be the streaming studios, and this is a growing trend these days. Еще один тренд современности – это виртуальные студии. And here you can imagine that you can do, for example, with the ACOS 4K, you can do huge background LED screen. И, например, с ACOS снова можно сделать огромный экран с большим фоновым изображением. So you can have a live background for 4K size picture-in-pictures. Можно сделать, соответственно, экран, у которого будет разрешение 4 раза по 4К с картинкой в картинке, живое фоновое видео.
And we also have this functionality called area of interest, what Xavier will show us in a minute to optimize the pixel space of the LED screen. И также у нас есть такая функция, которая называется зона интереса. Чуть позже нам Ксавьер покажет, как это работает на практике. And of course, please go on. And the input loop is a function which comes useful here, because if you want to have a clean feed for your stream, then you can take direct clean feed from your input via the input loop. И, соответственно, вот также мы можем здесь использовать функционал вот возможности выдавать, зеркалировать сигнал со входа, выдавать его, ну, как, по сути дела, делать, то есть он делает как усилитель-распределитель, по сути дела, в данном случае работает, и здесь мы можем в некотором роде тоже немножко сэкономить на вот этом функционале. And of course, if it's a corporate streaming studio, then you would appreciate the fact that we have the chroma and luma keyers there as well. И в корпоративных студиях также мы можем использовать еще и встроенный функционал хромакей и люмакей. Okay, so just to briefly start wrapping this up, so why would you want to buy Midra 4K? И краткое резюме еще раз, почему вы, возможно, захотите использовать Midra 4K в своих проектах. So, first of all, it's extremely easy to use. You will learn it in no time. Прежде всего, еще раз, он очень прост в использовании, вы практически сразу, моментально сможете в нем разобраться. With ACOS 4K, we have the largest pixel space on its class. There is no unit which has the same processing power in this price range. В этой ценовой категории нету другого устройства, которое обеспечивало бы такое большое пиксельное пространство. Our memory capacity is huge, because on a competitor products, you might see that they have 4 presets or 8 presets. We have 200 screen presets and 50 master memory presets inside the unit. Да, что касается памяти, у нас здесь просто огромные возможности. То есть на конкурирующих каких-то устройствах вы можете увидеть, что есть там 4 пресета, например. У нас количество пресетов может быть до 200, из которых 50 встроены в основную память и вызываются моментально. And the amount of presets comes important when you're doing your installation, because you can pre-program so many different looks for your client, and then you just choose the presets what you want. So it helps you with your installation. Speed is up. И этот функционал с пресетами, он, конечно, очень удобен, потому что мы можем заранее запрограммировать необходимое большое количество различных видов, как будет выглядеть картинка, и, соответственно, просто выбирать эти предустановки, и таким образом и инсталляция ускоряется, и работа для заказчика становится более удобной. The Midra 4K is perfect when you're using it with LED walls. So we took all the processing knowledge of analog way previous products and put it on the Midra 4K. Это устройство является идеальным спутником для светодиодных видеостен. Мы взяли все наши знания, какие у нас только были по работе с видеостенами от более серьезных наших моделей видеопроцессоров, и вложили их в линейку Midra 4K. We do have most 4K pips on these processors. You don't find other processor what can offer this many 4K 60 level pips. Снова в этой ценовой категории, по нашим данным, нету других таких процессоров, которые позволили бы использовать такое большое количество картинок в картинке с разрешением 4К 60. Because the other competing products which would offer the 4K pips within a single unit, usually the price goes up quite significantly. Зачастую вы увидите, что аналогичные устройства, которые обеспечивают 4 картинки, 4 пипа в разрешении 4К, они будут стоить заметно дороже. Genlock,
again, this is a feature what production people will love, and especially if you have a professional cameras in your install, it's absolute must to have there. Генлог, синхронизация, если мы используем профессиональные видеокамеры, то это то, что называется must-have, то, что наверняка захотят люди, которые работают в телевизионных студиях с телевизионным сигналом. Это, конечно, тоже очень удобно. The optional Dante or line-in card, that is option for all of the series, what you can have, and that really helps you when you do bigger installation where you have several speakers around. И карта Dante — это опциональная карта, которая может устанавливаться в любой из этих 4 устройств. Она также делает работу на проекте намного, подчас может сделать работу на проекте намного более удобной и быстрой. Like I said, the price-performance ratio, it's optimized on a Midra 4K, that you can get full 4K processor with extremely affordable price tag. И, как мы уже сказали, соотношение цены и функционала мы постарались вложить максимум, что возможно, в относительно небольшие деньги. Об этом мы, кстати, поговорим еще ближе к концу нашего мероприятия. Okay, and then I think it's time to hand over to Xavier, so he can give us the live demo on Midra 4K. And after the demo, we can show you the prices for the unit from Brolo Consulting. Да, и дальше, соответственно, передаем слово Ксавьеру, который проведет для нас презентацию и реальную презентацию, как это все работает, и потом еще несколько слов скажем про те цены, розничные цены для российского рынка, которые у нас есть, и потом будет небольшая заключительная часть с вопросами. Итак, Xavier, please. Hello everyone. So I will show you the unit itself. So as you can see over here, you have a beautiful small-sized unit. Да, и, соответственно, всем здравствуйте. И теперь вот, надеюсь, вы видите нашу картинку. У нас здесь замечательное небольшое устройство, которое мы показываем. So as you can see here, so you have all your inputs, 10 inputs, 2 in 2K and 8 in 4K, different connectors. Соответственно, здесь вот у нас есть все наши 10 входов, 2 из них 2К и 8 4К. So you have 2 dedicated outputs for program or program preview and 1 multiviewer. И, соответственно, 2 видеовыхода на HDMI и SDI и 1 мультивьюер выход. Here is the output of the multiviewer, as you can see. Вот как выглядит выход мультивьюера, собственно говоря. So you can see in real time all your inputs, your outputs as well, the screens and the timers. На этой картинке вы видите все ваши видеовходы, все ваши видеовыходы и таймеры. So this unit can be controlled from the front panel. Устройством этим можно управлять с передней панели. So you can easily select layers and inputs to do your configuration. Вы здесь можете выбирать легко слои и входы для вашей конфигурации. And as you can see on the LCD screen, you can actually preview some images or the live input in real time. И вы можете вот на экране посмотреть, сделать предпросмотр каких-то видеовходов или сохраненных картинок в реальном времени. So that's not the only way to control the unit. Разумеется, это не единственный способ управлять этим устройством. You can use as well a shotbox. Вы также можете использовать Shotbox, это вот устройство для выбора пресетов. Or you can use also a bigger one, like this. Или можно использовать вот такой вот контроллер большего размера, The RC400T. RC400T. And you can as well use a magical cable
like this, И можно использовать вот такой вот магический кабель to access to the WebRTC. для того, чтобы загрузить вернее, подключиться к веб-интерфейсу, который называется WebRTC. The WebRTC is built in inside the unit. There is nothing to install. Эта программа, она уже встроена в наш видеопроцессор, устанавливать ничего не нужно. So now I will show you the WebRTC. Сейчас я покажу вам WebRTC. So what you see behind me is the two outputs of one Midra 4K. То, что вы видите позади меня, это два выхода устройства Midra 4K. So I will now share my screen. Сейчас я переключусь на демонстрацию моего экрана. Or I cannot share my screen because someone is already sharing. Oh, Can you hold on. turn it off? Yes. Thank you. So this is the WebRTC. Итак, вот это наша программа WebRTC. You will see that it's very easy to control. You have the input on the left side. Слева у нас показаны видеовходы. Input can be live inputs, images, screens, or backgrounds. Входами могут быть живые видео, картинки, фоновые какие-то изображения. In the middle, you will have your program outputs and preview outputs. Соответственно, посередине у нас программные выходы и, соответственно, ниже превью. And on the right side, you will see all the presets and the properties. А справа у нас все предустановки и свойства. So what does that mean? Here we do have two screens. Что это значит? Здесь вот у нас два экрана. And I do have some layers inside. Здесь на каждом у нас есть определенные слои уже. So to feed a layer, I just have to drag and drop inputs inside it. И чтобы начать транслировать вот на этом конкретном слое, мне просто нужно перетянуть любой из видеовходов на него. And I can easily position, resize everything in seconds. И я могу, соответственно, изменять размер этой картинки, двигать его в реальном времени как угодно. И, кстати говоря, вот наверняка вы обратили внимание, что на интерфейсе, вот там, где показано видео с камеры Xavier, собственно, сразу видно, как он все, что он делает на экране у себя на компьютере, сразу же отображается и на основном мониторе у него там. So here I have prepared different visual at the program and the preview. И, соответственно, здесь вот у меня есть программа и превью. So I can easily take, if I press take over here. Соответственно, я могу вот нажать кнопку Take здесь вот на интерфейсе. Go from the program to the preview. I will show you my background so you can easily see what I'm doing. Okay. So when I press take, as you can see. Соответственно, вот как только я нажимаю кнопку Take, у меня происходит вот такое вот изменение и картинки на экране. All the layers are moving. There is some borders as well. Все слои двигаются, все границы тоже устанавливаются как необходимо. And when you change something on the program, it's in real time. И что бы мы ни меняли на программном выходе, это происходит в реальном времени. So let me share again my screen. Снова возвращаюсь к моему экрану. So as you can see, everything you see on the user interface, you will see it directly on the output. Поэтому вот все, что вы видите на пользовательском интерфейсе, все это будет сразу отображено и на экране. So all the designs you have prepared, you can save them inside presets. Все дизайны, которые вы подготовили, все они могут быть сохранены как предустановки. You have layer presets to save only a border, for example. Мы можем, например, сохранять слои как пресет, и тогда сохраняется просто его вот размещение слоя на экране. And you can recall it directly to another screen. Let's say this one. И мы можем также его перенести на другой экран, вот как на этот. You have screen presets to record one visual for one screen.
И, соответственно, мы можем иметь пресеты полностью для экрана. So let me switch between presets. So it's very easy because you just have to click to load the preset. Это, естественно, очень просто, поскольку мы просто переключаемся между пресетами. Or drag and drop it directly. Или мы можем перетянуть пресет прямо на экран. And you have master presets to control both screens at the same time. И есть у нас мастер-предустановки, которые управляют сразу одновременно обоими экранами. So this is really simple to create presets, visuals in seconds. И это, в общем, очень просто, и создать эти предустановки буквально там за секунду это можно сделать. So let me show you one use case regarding the LED wall. So I will switch back to the camera. Хочу показать вам один use case, одно приложение для видеостен светодиодных. Переключаюсь обратно на камеру. So this is our LED wall with a custom resolution. Это наша видеостена с нестандартным разрешением. So 2184 pixels by 1008 pixels. Вот у нее разрешение 2184 пикселя на 1008 пикселей. So in the WebRCS, we define a custom format for that LED wall. И в нашей программе WebRCS мы определяем вот это разрешение выходное. But in case you have video wall processors that accepting only regular resolution. Но что делать в случае, если для видеостены вы используете видеопроцессор, который поддерживает только стандартное разрешение? You need to use what we called AOI. Тогда мы используем функционал, который называется Area of Interest или, соответственно, по-русски зона интереса. So in that case, I will show again my screen. В этом случае снова покажу экран. So the user interface is not really that one currently. They are working on it. По пользовательскому интерфейсу сейчас вот в этом разрезе у нас еще идет доработка. And as you can see over here, I can use custom or 4K signal. И здесь вот мы можем использовать выходное разрешение custom или стандартное какое-то. So in that case, we are already in 4K. Соответственно, в данном случае мы уже вот используем разрешение 4К. And we set up the unit to show us only the area of interest. И мы настраиваем систему так, чтобы она показывала только ту зону, которая нас интересует. So in that case, В этом случае it means that on the output it will be the same on the LED wall. на выходе у нас будет то же самое, то, что мы видим на видеостене сейчас. But if we put a 4K pattern inside, Но если мы сейчас поставим паттерн на 4К, like this. как сейчас. So this is a 4K layer into an AOI. То есть вот это вот наш реальный слой 4К. Переключаемся обратно на видео. As you can see, the layer is cropped. So we can actually have two solutions. Как вы видите, слой получился обрезанным, что, собственно, мы и ожидали. То есть, иными словами, у нас есть два возможных решения. So with one Midra 4K, we can address two kinds of video wall processors and do whatever we want. Мы можем, используя Midra 4K, работать с двумя типами процессоров видеостен и использовать любой из них. So the next thing I want to show you is about the Dante audio. Еще хочу поделиться тем, как работает Dante Audio. So internally speaking, it's really easy because you can just drag and drop inputs to outputs. С точки зрения аудиокоммутации все достаточно просто. Мы просто берем и перетаскиваем аудиовходы на аудиовыходы. Just drag and drop an input to a physical output or to
Dante output. Вот берем и перетаскиваем один вход, например, на один или несколько выходов. Petri, do you have something else from me to demonstrate? No, I think these were the ones what we were talked about. Окей, то есть, соответственно, это вот то, что мы хотели показать. Потом, если у нас останутся какие-то еще вопросы, мы, наверное, сможем тоже что-то продемонстрировать дополнительное. Okay, so I'll take my over here. So let's take this one away. So yeah, thanks Javier for the live demo, and if there's any questions for people, then feel free to ask it after this one. Да, и, соответственно, благодарим Ксавьера. Если будут какие-то вопросы, то мы сможем еще раз к нему вернуться, чтобы он что-нибудь еще нам показал. And like we talked, the prices, always people want to see them, so here they are on different models. Что касается цен, на большую часть линейки Analog Way у нас цены мы предоставляем по запросу, но что касается линейки Midra, соответственно, вот они открыты, они есть у нас на сайте. Это рекомендованные розничные цены, которыми, соответственно, можно пользоваться. Еще раз повторюсь, когда мы проводили какие-то сравнения, по нашим ощущениям, эти цены достаточно конкурентоспособные. Окей, thank you, Petri. All right. From my side, very much thank you. Hopefully this is correct. Спасибо, Петри, за то, что... Thank you, Petri, for learning Russian. Yeah, I'm still studying. I just started my lessons, so please forgive me if there's mistakes, but I just want to try. Петр просит извиниться за возможные ошибки в написании, но он старается, вот он начал заниматься русским языком. Что ж, у нас we have some questions, so I will go through them now. Yeah. Okay, let me see. Is it? Sorry. Yes, the question is, Alexei asks, is it possible to use IP sources like NDI, for example? То есть вопрос, можно ли использовать IP-источники, такие как NDI? Directly, right now, we don't yet support the NDI inputs, but if you want to use the NDI, then of course you can take the NDI source and use the converter from NDI to HDMI, then grab it in that way. That is the way, but direct NDI is not there yet. На сегодняшний день, по крайней мере, пока что NDI не поддерживается, но понятно, что можно его, используя преобразователь NDI в HDMI, его завести в нашу систему. Окей, thank you. Следующий вопрос от Екатерины. Можно ли создавать анимацию переключения пресетов или анимацию перемещения окон внутри пресета, чтобы анимация запускалась по нажатию кнопки запуска пресета? Okay, so is it possible to create presets for animation so that animation starts after you press a button? I think that the Xavier can answer this more deeply, but what I know about this, that if you want to do animation and let's say play it back from the media server, then you have the JSON API, and the REST API what you can use to program that. But animation, I think animation means that the picture goes from one point of the screen to another one. This is what okay, if that's what this means, then answer is yes. You can create the presets with the different kind of a fly curves. So it doesn't need to be straight A to B. It can also be flying and slowing down the movement.
Да, то есть, получается, мы можем делать такие предустановки, когда картинка какая-то на экране будет двигаться, причем совершенно не обязательно прямолинейно, она может двигаться по какому-то там алгоритму, и она может изменять скорость движения также в процессе этих перемещений. Thanks a lot. Then I go further. Just one more thing, you can change the speed between the layers. Можно также, Xavier добавляет, можно изменить скорость между слоями. And you can actually change the opening effect for all layers as well. So you can create animations. И, соответственно, для открытия каждого из слоев можно сделать свою тоже какую-то анимацию, и все это будет запускаться через пресеты. Так, двигаем дальше. Екатерина спрашивает, можем ли мы создать плейлист. Is it possible to create playlist? Playlist functionality is not there yet. Right now it's triggering the presets. What many of our users are doing, especially in Nordic countries, they create a playlist of controller, what is called the companion, because there you can create ready-made playlist which all are starting under one button. В общем, ответ, что пока что плейлисты не используются в Midra 4K, вот, но вот Петр говорит, что в странах Северной Европы, в которых, собственно, он работает, часто используют такой контроллер, который называется Companion, и вот на нем это можно достаточно удобно реализовывать. Next question from Alexey. Is it possible to use H.264 and H.265 streams? You mean direct right? Yeah. Direct streams? No, because as you see the inputs, what we have there's HDMI, 12G SDI, and then the DisplayPort 1.2 right now. So basically the answer would be the same as for NDI, that if you want to have direct stream, then it would need to be via the converter and then capture it on a level. Да, то есть по сути ответ будет такой же, как и про NDI. Стриминг не поддерживается на сегодняшний день с точки зрения входа, и, соответственно, для того, чтобы выдать эти сигналы на вход, потребуется какой-то преобразователь. Okay, so I don't see any other questions for the moment, Petri. Which probably mean that we have covered everything in detail. All right. Well, in that case, I just thank you for this opportunity with you. And if there's any questions for any of you, feel free to contact Brulov. They have the guys there to answer your questions. And also, if there's any feature request, what you would want to see, then feel free. You can send them via the Brulov to me, and I can forward those to our R&D department, because we want to hear the feedback also from the clients. Да, поскольку остался только один комментарий от Алексея, спасибо большое. Я тоже хочу поблагодарить и от Петри, и от нашего лица, от лица нашей компании всех, кто сегодня подключился на наш вебинар.